Per capita, the Israeli army is considered one of the world's finest. In over 40 years, the Israel Defense Forces have never been defeated in battle. Войска особого назначения. Третья серия. Армия обороны Израиля. 11 часов утра. В Израиле день памяти. По всей стране раздается вой сирен, и все израильтяне останавливаются. Минутой молчания почтить память 15 тысяч израильских солдат, погибших за последние 40 лет. По иронии судьбы, эти же сирены, салютующие погибшим, использовались для предупреждения о приближении 39 скадов со стороны Ирака во время войны в Персидском заливе. На протяжении 40 лет армия обороны Израиля вела жестокие бои с тем, чтобы Израиль выжил как государство в условиях нестабильности Ближнего Востока. Вооруженные силы Израиля – одни из самых хорошо обученных, эффективных и технически оснащенных сил в мире. И это понятно. Окруженный противником, стоящий спиной к Средиземному морю, Израиль не может позволить себе проиграть войны, иначе это будет для него последней войной. Прежде всего, перед израильским государством стоит задача по предотвращению агрессии. В этом цель вооруженных сил. Не в том, чтобы подавлять недовольство или захватывать земли. Нет. Армия просто обеспечивает существование государства. Ради этой цели и совершенствуется постоянно его воинские формирования. Сегодня Израиль расходует 40% своего национального бюджета на армию обороны Израиля. Это позволяет поддерживать численность сухопутных, военно-воздушных, военно-морских сил на уровне 141 тысячи новобранцев, 50 тысяч профессиональных солдат и 504 тысяч резервистов. Однако необходимо сопоставить количество солдат в армии Израиля и его арабских соседей, чтобы понять реалии Ближнего Востока. Для государства с населением в 4 миллиона человек выживание становится общенациональной задачей. Для понимания, что такое израильская армия сегодня, очень важно вспомнить о том, что на протяжении почти 2000 лет Израиль не имел вообще никакой армии. С того момента, когда мы лишились нашей земли, мы мало-помалу потеряли способность защищать себя. Евреи по существу превратились в овец для заклания. Их убивали, бичевали и снова убивали. Программа за программой, бойня за бойней до тех пор, пока вас не уничтожат. После восстановления нашей государственности, нашего нового рождения, обретения независимости, пришла свобода, которая дала нам возможность защитить себя, отразить атаки на нашу свободу, право на само наше существование. В результате этого, возможно, это покажется для кого-то странным. Появилась армия, которая считается, если не самой большой, то одной из самых крупных в мире. В расчете на душу населения. В реальности израильский солдат далек от своего мифического образа супермена или жестокого завоевателя. Это просто обычный солдат, порожденный жестоким и трагическим течением истории. С выживаемостью нации, поставленной на карту, почти каждый гражданин, способный держать в руках оружие, вступил в только что созданную в 1948 году армию обороны Израиля. Эта ополченческая армия, не слишком экипированная и вооруженная, нанесла поражение вторгшимся арабским армиям, когда Израиль провозгласил свою независимость. 5 июня 1967 года, когда Сирия, Египет и Иордания приготовились к нападению на Израиль, израильские ВВС в течение нескольких часов полностью уничтожили военные самолеты Египта. Победа израильтян была ошеломляющей. В результате шестидневной войны Израиль не только вчетверо увеличил свою территорию, но и подорвал арабскую военную мощь. Затем начались другие конфликты. Затяжная война, Йом, Кипур, Ливан. После окончания шестидневной войны армия обороны Израиля выполняла задачу по обеспечению безопасности на западном берегу реки Иордан и всех территориях. Это опасный, смертельный мир.
Однако именно в таком мире приходится действовать израильскому солдату. Опасный мир без границ. Eighteen-year-old members of an elite anti-tank unit are training in self-defense, a skill that may very well save their life someday. Эти навыки, может, когда-нибудь спасут их жизнь. Они должны знать, что делать, когда их атакуют. Если они бросаются с ножом или чем-нибудь еще, они должны защитить себя. Им необходимо быстро среагировать на любой вид нападения, когда они выполняют патрулирование. Мы же обязаны в короткое время научить их как можно лучше обороняться. Они должны иметь хорошую реакцию, в противном случае их сразу же убьют. These young men are members of the Givati infantry brigade, the Purple Berets. They are superbly trained, highly motivated, seasoned veterans, and all from 18 to 21 years of age. Все они бывалые ветераны. This is Helltown, as the soldiers call it, a mock urban town designed for one of the most difficult kinds of training. Штурман дома за домом, ведение боевого огня. Для армии обороны Израиля передвижение на полной скорости при боевом огне – это единственный способ подготовить этих солдат к реальностям Ближнего Востока. Мы стараемся создать атмосферу и ощущение настоящего боя во время тренировки. И, как мы говорим, чем больше потеешь, тем меньше потеряешь крови. Это основная задача подготовки. Though operations like these Хотя would такие normally операции be обычно conducted at проводятся в night, ночное время, this is эта тренировка performed during the проводится day днем, to evaluate с тем, the чтобы оценить exercise. действия военнослужащих. Instructors shadow the soldiers from Инструкторы building как to тень building, следуют за critiquing солдатами every от дома move. к дому, из комнаты в комнату, оценивая каждое движение. Те солдаты, которых вы только что видели, в армии всего 6 месяцев. Они очень молоды. Но я доволен уровнем их подготовки. Чтобы стать хорошими солдатами, им необходимо больше практиковаться. Israeli soldiers Израильские never leave their солдаты wounded. никогда не бросают The своих Givati раненых. train in removing fallen comrades from Хивати the отрабатывает battlefield приемы and выноса applying павших first aid товарищей in с поля difficult боя and dangerous и оказывает им environments. первую In the медицинскую hallowed помощь в трудных tradition и of the опасных IDF, условиях. more medals В have армии been обороны awarded for Израиля heroism in почитается rescuing традиция, в comrades соответствии с rather которой than за for героизм actual при deeds in спасении combat. товарищей солдатам было This is a вручено unique больше combination of наград, an нежели за extremely боевые professional действия. army and yet a very moral army. And this Это уникальное сочетание профессионализма и высокого морального духа. is really grounded Базируется на in the простом житейском unprofessional осознании молодыми бойцами того, что understanding именно of all они the young men and являются women стеной who между fill the ranks of the выживанием, Israeli army, that будущим it is they и процветанием who are Израиля the wall between Israel's survival и and его future and угасание. prosperity and Israel's extinction. On June 6, 6 1981, июня Israel launched a daring and 1981 года dangerous Израиль airstrike нанес against Iraq. дерзкий и опасный удар Concerned с with the threat воздуха of по serious Ираку. long-range missile attacks Обеспокоенный against the угрозой Jewish state, ракетного нападения, Israeli Израиль jets set направил out to боевые destroy their самолеты, чтобы target, уничтожить an Iraqi иракский nuclear reactor. ядерный реактор. The Middle East is peopled with the likes of Ближний Saddam Восток Hussein and населен людьми, Gaddafi. похожими на And Саддама until there Хусейна is и a Каддафи. sweeping change here, Пока from здесь these не произойдет dictatorships to радикальный переход democracies, от диктатур к you'll демократии, have, эти дикие диктаторы wild будут dictators on the постоянно и prowl, вероломно and нападать на слабейших. invariably they attack those В who are weak. обозримом будущем нам We will необходимо have to быть be сильными, strong а не and слабыми. not weak for the Поэтому нам foreseeable будут future. необходимы And не that просто means that люди we в shall общем have to понимании, have, а not молодежь, only the которая people as a взвалит whole, на себя эту but ношу, young people возьмется за меч, who чтобы pick up the защитить burden, Израиль. pick up the sword, so to speak, for the defense of Israel. And that's Это exactly именно what то, we что have. мы An имеем. army, Армию, which is the которая army of представляет собой defense оборонительные forces силы, of Israel. армию обороны Израиля.
Армия обороны Израиля когда-нибудь обязательно появляется в жизни каждого гражданина Израиля. В возрасте 18 лет молодые израильтяне меняют свои воспоминания о школе на усталость и военное снаряжение. Солдаты рождаются в Бахуме, на первом этапе воинской жизни. Здесь находится призывной пункт армии обороны Израиля, в котором происходит трансформация гражданского человека в солдата. По военным стандартам прически должны быть скромными. Фотографии личности делаются в целях безопасности. Они будут находиться у солдата на протяжении всей его службы в армии. Каждый призывник получает минимальный оклад в размере 100 шекелей или 42 американских долларов в неделю. Следующая серьезная задача — надеть противогазы. Молодым людям угроза химической войны представляется вполне вероятной. Вакцинация проводится конвейерным способом. Каждый день ее проходит более 500 молодых людей. Следующий этап — снятие отпечатков пальцев. Еще одна форма установления личности. И, наконец, они получают форму и вооружение. 21-year-old Brent Katz from Memphis, Tennessee, has dual citizenship. He made the choice to fight and serve in the IDF. Он принял решение служить и сражаться в составе армии обороны Израиля. Если вы служите в армии обороны Израиля, вы являетесь членом самого элитного воинского формирования, которое сражалось на протяжении тысячелетий. Сотни поколений по одной и той же причине. И они всегда побеждали, когда дело доходило до сражения. Я горжусь тем, что являюсь частью этих сил. It is 5:30 a.m. 5:30 утра. Это первый день тренировок для этих молодых ребят. Они проходят проверку на пригодность, психологическую выдержку и, самое главное, умение быть лидером. Первые несколько часов в армии являются собой резкий разрыв с юношеством. Этот день они никогда не забудут. Насколько я знаю, основное чувство, которое они сегодня испытывают, это шок. Вчера утром они покинули дом, получили амуницию, а сегодня в 4 утра их разбудили и бегом в поле. Через неделю шок пройдет, но в первые дни они действительно не понимают, что происходит. Что творится вокруг. Most of these young recruits will survive their intense indoctrination into the Israeli army. Those showing signs of leadership skills will advance to the officers' training course. Каждый солдат армии обороны Израиля когда-нибудь обязательно попадает в Уингейтский институт физкультуры и спорта. Именно в этом учебном заведении, расположенном на берегу Средиземного моря, военнослужащие проходят через основной тест на годность солдат в армии Израиля и его арабских соседей, чтобы понять реалии Ближнего Востока. Для государства с населением в 4 миллиона человек выживание становится общенациональной задачей. Для понимания, что такое израильская армия сегодня, очень важно вспомнить о том, что на протяжении почти 2000 лет Израиль не имел вообще никакой армии. С того момента, когда мы лишились нашей земли, мы мало-помалу потеряли способность защищать себя. Евреи по существу превратились в овец для заклания. Их убивали, бичевали и снова убивали. Программа за программой, бойня за бойней до тех пор, пока вас не уничтожат. После восстановления нашей государственности, нашего нового рождения, обретения независимости, пришла свобода, которая дала нам возможность защитить себя, отразить атаки на нашу свободу, право на само наше существование. В результате этого, возможно, это покажется для кого-то странным. Появилась армия, которая считается, если не самой большой, то одной из самых крупных в мире, в расчете на душу населения.
В реальности израильский солдат далек от своего мифического образа супермена или жестокого завоевателя. Это просто обычный солдат, порожденный жестоким и трагическим течением истории. С выживаемостью нации, поставленной на карту, почти каждый гражданин, способный держать в руках оружие, вступил в только что созданную в 1948 году армию обороны Израиля. Эта ополченческая армия, не слишком экипированная и вооруженная, нанесла поражение вторгшимся арабским армиям, когда Израиль провозгласил свою независимость. 5 июня 1967 года, когда Сирия, Египет и Иордания приготовились к нападению на Израиль, израильские ВВС в течение нескольких часов полностью уничтожили военные самолеты Египта. Победа израильтян была ошеломляющей. В результате шестидневной войны Израиль не только вчетверо увеличил свою территорию, но и подорвал арабскую военную мощь. Затем начались другие конфликты. Затяжная война, Йом, Кипур, Ливан. После окончания шестидневной войны армия обороны Израиля выполняла задачу по обеспечению безопасности на западном берегу реки Иордан и всех регионах. Это опасный смертельный мир. Однако именно в таком мире приходится действовать израильскому солдату. Опасный мир без границ. זהו, בסדר? עבוד רחוק, קדימה. 18-year-old members of an elite anti-tank unit are training in self-defense, a skill that may very well save their life someday. Эти навыки, может, когда-нибудь спасут They их have to жизнь. know what to do when they under Они attack. должны знать, что If there делать, is a knife когда их атакуют. in the Если они territories бросаются or с ножом something, they или have to defend чем-нибудь еще, они должны themselves. защитить They себя. have to react Им необходимо быстро среагировать на some любой kind вид of attacks нападения, когда они when they are выполняют patrolling, патрулирование. and we have to Мы teach же them обязаны в to короткое defend время their научить life их как можно лучше the обороняться. best in a short time. Они They have должны to иметь react, хорошую реакцию, в otherwise the противном knife will be случае in them in an instant. их сразу же убьют. These young men are Эти members of молодые the люди, Givati солдаты Infantry пехотной Brigade, бригады the Purple Гивати, Berets. пурпурные They are береты. superbly trained, Они highly великолепно подготовлены motivated, как seasoned физически, так и veterans, морально. and all from Хотя 18 самому to младшему 21 18, years а of самому age. старшему 21 год от роду, все они бывалые ветераны. This is Чертов Helltown, город, as the как его soldiers называют call солдаты, it, a mock представляет urban учебный town городок, designed for one of the предназначенный для most прохождения difficult самого kinds of трудного training, этапа обучения. Штурм от дома за домом, a live ведение fire боевого огня. house-to-house assault. Для армии For the обороны Израиля IDF, going at передвижение full на полной speed with скорости live при боевом ammunition огне is the – это only way to единственный prepare способ these подготовить soldiers for этих the солдат realities of the к Middle East. реальностям Ближнего Востока. We try to give For the past 40 На years, протяжении the 40 Israel лет Defense армия Forces обороны have fought Израиля вела valiantly, жестокие бои, allowing the state тем, of чтобы Israel Израиль to выжил как survive in the государство в volatile Middle условиях East. нестабильности Ближнего Востока. Israel's armed forces are among the Вооруженные most силы skilled, Израиля efficient, and одни technologically из самых advanced in хорошо the world. обученных, They эффективных have и to be. технически оснащенных сил в Surrounded by мире. enemies with her back И to the это понятно. Mediterranean Окруженный Sea, противником, Israel стоящий cannot спиной к afford to lose a Средиземному war, морю. for it will be Израиль the не может last war позволить that себе she ever проиграть войны, fights. иначе это будет для него последней войной. Israel is a country, first of all, faced with the threat of extinction. Прежде всего, перед army израильским sworn to its государством destruction. стоит задача по Not предотвращению агрессии. to settle some В grievance, этом цель not вооруженных to сил. take a piece of land, Не в but том, to чтобы actually подавлять snuff the недовольство life или of the country. захватывать земли. So Нет. this is the Армия просто the обеспечивает underlying существование государства. motivation of all of Ради этой Israel's цели и units, the best ones совершенствуется and the less good постоянно ones. They all become better его воинские because they know they're fighting формирования. for the country's life. Today, Israel sends Сегодня 40% Израиль of her расходует national budget 40% to the своего IDF, национального бюджета which на армию boasts a обороны standing Израиля. army Это позволяет поддерживать Force численность and сухопутных, navy военно-воздушных, of военно-морских сил на 141,000 уровне conscripts, 141 тысячи 50,000 новобранцев, professional soldiers, 50 and an тысяч impressive force of профессиональных солдат 504,000 и reservists. 504 тысяч However, резервистов. one need only look at the Однако comparable необходимо military сопоставить numbers количество per capita. The Israeli в army is расчете на душу considered one of the населения. world's Израильская finest. армия одна из In over крупнейших 40 в мире. years, the Israel За Defense 40 с Forces лишним лет have она ни never разу been не defeated in потерпела battle. поражения. Войска особого назначения. Третья серия.
Армия обороны It is 11 Израиля. a.m. on Memorial Day in Israel. 11 As часов утра. sirens sound В throughout the Израиле день land, all памяти. Israelis stop in their По всей tracks. стране For 2 раздается minutes, they вой stand сирен, at и все attention in израильтяне honor of the more than останавливаются. 15,000 Israeli Минутой soldiers молчания killed почтить in the память past 40 15 years. тысяч израильских солдат, погибших за последние 40 лет. Ironically, the same По иронии sirens used to судьбы, эти salute же those who сирены, sacrificed their салютующие lives погибшим, are the ones that signaled the использовались для 39 предупреждения incoming о scuds from приближении Iraq during the 39 Persian скадов Gulf War. со стороны Ирака во время войны в Персидском заливе.